После почти 4 десятилетий молчания культовый Ford Capri возвращается, и не просто в классическом виде, а в совершенно новом формате. Это уже не просто спорткар, а купе-кроссовер, который сочетает элегантность легенды и современные технологии. Воскрешение Capri стал возможен благодаря партнерству с концерном Volkswagen, и теперь эта модель использует платформу MEB, которая лежит в основе таких электромобилей, как Ford Explorer и многие модели Volkswagen. Новый Capri оснащен полностью электрической силовой установкой, которая не только обещает отличную динамику, но и может похвастаться запасом хода до 627 км. В зависимости от предпочтений можно выбрать версии с задним или полным приводом. Ford возлагает большие надежды на эту модель, особенно в свете того, что производство на заводе в Кёльне сокращается, а продажи электрического Explorer не оправдали ожиданий. Что же скрывает этот автомобиль и какие особенности сделают его по-настоящему интересным? Давайте разбираться. Похож ли новый Ford Capri на своего предшественника? На первый взгляд, не совсем, хотя дизайнеры Ford постарались передать дух оригинальной модели через несколько узнаваемых деталей. Новый Capri представлен как видение того, каким мог бы быть этот автомобиль, если бы его производство не прекращалось и он эволюционировал с течением времени. Передняя часть нового Capri отличается плавными линиями и мягкими изгибами, но черная полоса между фарами и 4 светодиодных элемента явно вдохновлены моделью 80-х годов. У оригинального Capri того времени были 4 круглые фары, размещенные в черном прямоугольнике с горизонтальными полосками радиаторной решетки. Это отчетливый ретро-отголосок. Профиль автомобиля тоже отдает дань оригиналу. Черные передние стойки и боковые зеркала создают эффектный контраст с крышей цвета кузова. Форма бокового стекла за задними дверями перекликается с дизайном стекол классического Capri. Задняя часть также несет ретро-нотки. Черная полоса объединяет задние фонари, создавая современную интерпретацию классического стиля 4 отдельных световых элементов. Особенно эффектно это выглядит в ярком фирменном цвете ярко-желтый, который идеально подчеркивает линии кузова. Однако при более нейтральных цветах, как черный, серый или синий, такие детали теряют свою выразительность. При этом также доступны белый и красный цвета окраски кузова. Новый Ford Capri создан на платформе от Volkswagen, что делает его размеры схожими с ID.4. Длина автомобиля составляет 4634 мм, ширина 1872, высота 1626, а колесная база 2767 мм. Однако клиренс у Capri достаточно низкий, всего от 135 до 138 мм, в зависимости от версии, что делает его больше похожим на седан с приподнятым силуэтом. В зависимости от конфигурации снаряженная масса автомобиля варьируется от 2098 до 2190 кг. Новый автомобиль предлагается в 3 вариантах силовых установок и 2 комплектациях. Базовый Capri, стоимость которого в Европе начинается от 44 тысяч евро. Это заднеприводная одномоторная версия, которая выдает 170 лошадиных сил и 310 ньютон-метра крутящего момента, и с аккумулятором на 52 кВт-часа, которая должна обеспечивать 393 км запаса хода. Заряд такого аккумулятора возможно пополнить на зарядной станции мощностью 145 кВт от 10 до 80% за 25 минут. Базовый вариант способен разогнаться до первой сотни за 8,7 секунд и достигать максимальной скорости 160 км в час. Заднеприводная версия, но уже с удлиненным запасом хода, будет иметь один электродвигатель мощностью 283 лошадиные силы и крутящим моментом 545 ньютон-метра. Разгон до первой сотни занимает 6,4 секунды. А максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 180 км в час. Такая комплектация оснащена литий-ионным никель-марганцево-кобальтовым аккумулятором с полезной энергоемкостью 77 кВт-часа, что обеспечивает запас хода 627 км. Когда заряд заканчивается, нужно около 28 минут, чтобы зарядить аккумулятор с 10 до 80% на зарядной станции постоянного тока мощностью 135 кВт. Такой вариант в базовой комплектации обойдется почти в 51 тысячу евро.
Двухмоторный вариант Capri теперь обзавелся дополнительным передним двигателем, превращая его в мощную полноприводную модель с общей отдачей 340 лошадиных сил и 680 ньютон-метра крутящего момента. Это позволяет разгоняться до 100 км в час всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км в час. Полноприводная версия также получила увеличенную батарею и улучшенную систему быстрой зарядки. Аккумулятор на 79 кВт-часа можно зарядить с 10 до 80% за 26 минут при максимальной мощности зарядки 185 кВт, а полного заряда хватает на 592 км пути. Стоимость полноприводного Capri начинается с отметки 55 тысяч евро. В новом электрокроссовере предлагается несколько режимов вождения: эко, комфорт, спорт и индивидуальный, позволяя каждому водителю настроить автомобиль под свои предпочтения. Внутри Capri удивительно просторно, и сразу бросается в глаза его необычный квадратный руль. Это смелое дизайнерское решение гармонично сочетается с ретро-деталью, изящной металлической спицей в нижней части руля. Сенсорные элементы управления на руле добавляют современности, позволяя легко управлять основными функциями автомобиля. Некоторые элементы, такие как переключатели фар, кнопки электростеклоподъемников и поворотный селектор выбора привода, перекочевали сюда из моделей Volkswagen ID. Но выглядят вполне органично в новом окружении. Такой коктейль ретро и хай-тек создает особую атмосферу в салоне Capri. Центральный сенсорный экран с диагональю 14,6 дюйма оснащен информационно-развлекательной системой FortSync и есть возможность голосового управления. Он поддерживает функцию подключенная навигация и беспроводную интеграцию с мобильными устройствами. Сенсорный экран можно наклонять в зависимости от угла падения солнца, чтобы снизить блики, и под ним найдется еще одно скрытое место для хранения вещей, хотя оно и не очень велико. Здесь можно спрятать, например, телефон или кошелек. Центральная консоль имеет большое пространство объемом 17 литров, которое можно легко перенастроить для хранения больших предметов, таких как ноутбук или сумка, а также два подстаканника. Беспроводная зарядная панель для 2 телефонов и 2 порта USB-C. Передние сиденья с подогревом обтянуты искусственной кожей и выполнены в спортивном стиле, обеспечивая максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Задние сиденья предлагают много места над головой и для ног пассажиров, делая поездки комфортными даже на длительные расстояния. Второй ряд также предлагает 2 порта USB-C. Опциональная панорамная крыша позволяет наполнить салон солнечным светом. Capri предлагает объем багажника до 572 литров или 627 литров, если загрузить под края спинки задних сидений, включая пространство под полом. Однако под капотом места для хранения не предусмотрено. По бокам багажника расположены удобные корзины для мелких вещей, а спинки задних сидений можно разделить и сложить. По данным Ford, максимальный объем багажника составляет 1510 литров со сложенным вторым рядом сидений. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают 12 ультразвуковых датчиков, 5 камер и 3 радара. Системы помощи водителю включают интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистент смены полосы движения, функция удержания полосы движения, система распознавания дорожных знаков, система информирования о слепых зонах, система предупреждения о выезде с дороги, система предупреждения о перекрестном движении с функцией активного торможения и система помощи при столкновении могут помочь предотвратить или смягчить последствия аварий. Ford предлагает Capri в 2 комплектациях – базовая и премиум. Причем уже в базовой комплектации автомобиль достаточно хорошо оснащен. Это и 19-дюймовые легкосплавные диски, и подогрев руля и передних сидений, массаж и электрорегулировка водительского сиденья в 12 направлениях с памятью, 2-зонный климат-контроль, датчик дождя, а также камера заднего вида. Новинка в премиум-комплектации дополнительно предлагает 20-дюймовые легкосплавные диски, но можно заказать и 21-дюймовые, а также окружающее освещение салона, электропривод дверей багажника, премиум-аудиосистему Bang & Olufsen с 10 динамиками и динамические светодиодные матричные фары с дальним безбликовым светом. Среди опций – проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.
При этом комплектация премиум прибавляет к базовой цене 3600 евро. Итак, каким получился новый Ford Capri? Это не просто возвращение легенды, а современный взгляд на то, каким бы был Capri сегодня. Первые экземпляры уже сошли с конвейера Ford в Кёльне. Около 200 тысяч клиентов создали свои версии Capri на официальном сайте, и наиболее популярным стал яркий желтый цвет, выбранный 24% пользователей. Более половины покупателей выбрали комплектацию Capri Premium, однако не все так безоблачно. Цена нового Capri, особенно в премиальной комплектации, может отпугнуть многих. С другой стороны, для европейского рынка цена Capri выглядит вполне оправданной. Уровень оснащения, неплохой запас хода – 627 километров. Возможность доехать от Кёльна до Лондона на одной зарядке делают его интересным предложением. Тем не менее, Ford Capri явно рассчитан на тех, кто готов платить за стиль, наследие и технологии, а не просто за очередной электрокроссовер. Большое спасибо, что посмотрели видео. Нам действительно интересно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и не пропустить новые выпуски. Ваши лайки и подписки помогают нам создавать еще более интересный контент. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Удачи на дорогах!